Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня возникла очередная проблема с моим автомобилем ЗАЗ-1103 Славута. В частности, поломался бачок от антифриза, охлаждающей жидкости. Вот такая ситуация. Видно, что здесь образовалась такая трещинка, и антифриз отлетелся, закипел, давление по всему двигателю, это надо помыть. Я купил новый бачок такого плана. Здесь бывает с двумя отверстиями, бывает с одним. Здесь у меня с одним, как видите. И купил новый антифриз. Я предпочитаю красный, потому что его свойства лучше, чем зеленого. Что же необходимо сделать? Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость с автомобиля. Для этого нам понадобится посуда, невысокая, которая ставится под низ автомобиля на уровне сливного отверстия. Затем понадобится ключ рожковый на 14. И приступим к делу. Значит, здесь есть внизу болт, который необходимо открутить. Вот он внизу. И он закрывает сливное отверстие охлаждающей жидкости двигателя. Открутим его, предварительно сняв пробку из горловины бачка охлаждающей жидкости расширительного. Видно, что здесь грязный сосуд, поэтому я буду его менять. Чисто заодно промою двигатель после замены бачка. Откручиваем. Будьте осторожны, если только приехали, то охлаждающая жидкость находится очень под большой температурой, поэтому необходимо осторожно откручивать, чтобы не облиться. Болт очень не прикипел, поэтому я использую головку на 14 и ключ. Это очень ответственное место, поэтому усилие очень большое. Закручивание, откручивание, чтобы не было протечек. В конце нужно очень осторожно открутить болт, чтобы не обжечь руки. Вот потекла охлаждающая жидкость в тазик. Желательно, чтобы она меньше проливалась на землю, потому что очень токсично и вредно для почвы. Видно, как выходит. Очень грязный антифриз. Менялся давно, уже около 5 лет назад. Ждем, пока все сольется. Видно, как уходит. Уменьшается уровень. На пробке тоже внутри налет. Его нужно будет почистить тряпочкой. Следующим этапом будет непосредственно замена бачка. Для этого используется накидная головка на 10 и откручивается болт хомута, который держит бачок.
растительной охлаждающей жидкости. Откручиваем и ложим в сторону, желательно ничего не потерять. Снимаем хомут и немножечко приподнимаем бачок, чтобы охлаждающая жидкость из него вылилась. Здесь видно, что под бачком мокро, так как антифриз тек по стенкам расширительного бачка. Затем необходимо воспользоваться отверткой крестообразной или маленьким ключиком такого плана. У нас он на 7. На 6. И откручиваем хомуты крепления шлангов охлаждающей системы. Сначала верхний снимаем хомут, ослабляем. Снимаем верхний шланг. Вставляя хомут на шланге и соответственно нижний. Стараемся не обжечься, лишних рывков, резких движений делать, чтобы не облиться. Горячей жидкостью, конечно, идеально, когда машина немного постоит и она остынет. Вот, скрутили, теперь снимаем шланг. И вот такая картина. Здесь видно четко трещину на бачке, бачок уже грязный, и его давно уже пора было менять. Берем новый бачок и будем его устанавливать в такой же обратной последовательности. Сначала подключаем нижний шланг, чтобы он зашел до упора стенки. Затем верхний. И затягиваем хомуты. Хорошенько затягиваем хомуты, чтобы не было протечки антифриза. Но не перетягивать, чтобы пластмасс патрубка не лопнул. С небольшим усилием. Когда хомуты затянуты, устанавливаем стягивающий хомут бачка. Затягиваем гайку линия хомута, стягивающий болт.
затягивания проводим промывку системы охлаждения и заливку антифриза.